Всем привет, меня зовут Евгений Медведев. Если вы узнали мое лицо, то с вероятностью в 97% смотрели фильм проекта «Редакция», посвященный инициативе «Байпол». Или с вероятностью в 3% вы посмотрели вчера телеканал «Беларусь», где рассказывалось о том, как я готовлю методички революции. В настоящий момент я представляю альянс расследователей, который занимается расследованием преступлений, совершенных режимом Лукашенко. Несколько недель назад наши коллеги из Белорусского народного трибунала наткнулись на крайне интересную историю, посвященную контрабанде оружия из Беларуси. И сегодня мы хотим поделиться с вами результатами расследования Белорусского народного трибунала. Не так давно вышел свежий отчет, согласно которому Беларусь оказалась в топ-20 стран мира по экспорту оружия. И это только то, что проходит по открытым источникам. А как насчет серых схем и контрабанды? Именно о контрабанде мы сегодня и расскажем вам. Показать и доказать случаи незаконной продажи оружия и технологий очень сложно, поэтому эта сфера не всегда попадает в радары журналистов. Если, конечно, один из участников этой схемы не расскажет всю подноготную. Нашего героя зовут Дмитрий. Дмитрий – ученый-химик. Как и любой ученый, он хотел бы, чтобы ему адекватно платили за те открытия, которые он делает. Но все мы знаем, что в Беларуси на финансирование какого-нибудь РОВД тратят больше денег, чем на финансирование научно-исследовательского института. До 2017 года Дмитрий разрабатывал новые подходы к синтезу веществ для медицинской диагностики, а также лечения онкологических заболеваний методом борнейтринно-захватной терапии рака. Дмитрий боролся с раком не как врач, а как ученый. Он работал над тем, чтобы рак диагностировали быстрее и на ранних стадиях. Работал он в Институте физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, где его руководителем был Беледюкевич Александр Викторович. Доктор химических наук, академик. В 2005 и 2015 годах Дмитрий вошел в список талантливых молодых ученых, которому назначили стипендию президента Республики Беларусь. Во время работы Дмитрия в НИИ в 2012 году его институт заключил контракт с другим институтом под названием King Abdullah City for Science and Technology, сокращенно в переводе на русский Центр по науке и технологиям имени короля Абдель-Азиза из Саудовской Аравии. Предметом договора была разработка технологий и пилотной установки для электрохимического осаждения меди и ее применения для производства ценных продуктов. Как мудрено и размыто звучит название контракта, мне, как человеку, который не занимался химией со школы, все это кажется белибердой. Давайте разберемся и изучим контракт подробнее. В документе написано: требуется газовый анализатор для анализа концентрации НО и НО2. Тем, кто помнит химию лучше меня, известно, что это диоксид азота. Но зачем необходим диоксид азота? Воспользуемся Гуглом. Из поиска становится понятным, что это необходимо для производства ракетного топлива. Собственно, ничего не скрывает, то же самое написано и в патенте, который выдан на имя Дмитрия. Кроме того, сам Мингорисполком признает и официально пишет о том, что институт разработал технологию получения оксида азота из органического сырья. По требованию заказчика, ученые из Института физико-органической химии создали технологию по получению окислителя ракетного топлива и установили ее в 20-футовый морской контейнер для мобильной перевозки. Запомните этот контейнер, мы еще не раз к нему вернемся. Вот так выглядит часть этого контейнера изнутри. Кроме того, наши ученые нарисовали прототип химической фабрики, которая способна производить 10 кг окислителя ракетного топлива в час. Хорошо. Центр по науке и технике имени короля Абдель-Азиза заказал и оплатил разработку и создание мобильного производства ракетного топлива. Институт физико-органической химии спроектировал данное устройство. Но ведь кто-то же должен это делать. Вернемся к документам. В Беларуси не так много предприятий, которые способны произвести подобные технологии. Один из них называется Институт энергетических и ядерных исследований Сосны НАН Беларуси. Именно он и произвел указанную фабрику. Сотрудников, участвующих в незаконной разработке, принудили подписать документы о неразглашении коммерческой тайны. Попросту их заставили замолчать о тех работах, которые они выполнили. Но нашелся один человек, который готов рассказать о том, как создавалась эта фабрика и для чего она необходима. Это сам Дмитрий, ученый-химик, который ее и разработал. Меня зовут Рудаков Дмитрий Александрович. Изначально четко шла информация, да, что это для Саудовской Аравии. У них конкретно была поставлена задача
Вот. И, соответственно, они не дают денег просто так, да, они приезжали, им показывали, значит, писали сначала обоснования, да, какой способ предлагаем, какие-то фотографии, там мини-установок лабораторных, значит, потом они приезжали, им показывали, как все идет, что образуется и так далее и тому подобное. То есть это не просто с бухты-барахты. Я знаю, кто был ответственным исполнителем, да, Вадим Усоский, Вадим Владимирович, по-моему, зовут, молодой парень, вот, его должны были назначить ответственным исполнителем, вот, и уже под его руководством со стороны института должны были завершить проект. Другой вопрос в том, что как эта установка сделана, да, ведь можно сделать ее безопасной, а можно сделать так, как ее делали, ну, по факту. Ну, люди, человек, который занимался этим в Соснах, институт такой, да, Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны, и он не имел никакого представления вообще об инженерном деле. Он проектировал там абсорбер этот, ну, просто никак. То есть он его делал с ошибками заведомо. Вот. И по сути, когда, значит, туда попадал газ, его выдували, и там тарелки были, на которых серная кислота. И весь этот газовый поток, он проходил таким образом, что выдувал капельки серной кислоты наружу. То есть если вы будете ходить рядышком, где находится этот контейнер, да, с открытыми участками кожи, то эти капельки серной кислоты, они в конечном итоге начинают оседать. Курировал со стороны, значит, Сосин Нагула Петр Константинович, это заведующий лабораторией. И сегодня можно создать любую, ну, там, технологию, относящуюся к технологиям двойного назначения, бесконтрольно. То есть помимо вот этого вот того же НО2, мне ставилась в дальнейшем задача получения безводного гидрозина, получения безводной азотной кислоты, потом смешение, значит, НО2 и азотной кислоты. Эти компоненты используются в качестве окислителя ракетного топлива. В том числе и в российских ракетах некоторых этот НО2 используется. Саудовская Аравия, ее задача в том, чтобы создать ракетные технологии и ракеты, которые будут нести боеголовки ядерные. Это оружие массового уничтожения. Итак, подведем предварительные итоги. В 2014-2018 годах Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны-НАН Беларуси изготовил 20-фунтовый морской контейнер с встроенным в него генератором окислителя ракетного топлива марки НТО, согласно ГОСТу Р ISO 15895-2010. Производительность установки 1 кг в час. Заказчиком данной установки стала организация научно-исследовательский центр короля Саудовской Аравии Абдуль-Азиза под руководством ее президента Аль-Сауд Туркин бин Сауд бин Мохаммеда. Кстати, этот гражданин стал почетным иностранным членом Национальной академии наук Беларуси, вложив в нее $40 миллионов. Возникает вопрос, откуда у научного института такие средства? Ответ простой. Саудовская Аравия активно вкладывается в разработку собственных вооружений. Несколько лет назад газета «Вашингтон-Пост» выпустила следующую статью. В этой статье говорится, что Саудовская Аравия построила завод по производству баллистических ракет. Завод находится на ракетной базе в Аль-Атах, к юго-западу от столицы Саудовской Аравии, города Эр-Рияд. Удивительно, но Центр по науке и технике имени короля Абдель-Азиза находится там же. Со стороны Саудовской Аравии этот проект курировали два человека. Профессор Сулейман Аль-Кавейтер и Мохаммед ибн Атикью Аль-Досари. К слову, оба они неоднократно приезжали в Беларусь, чтобы контролировать процесс производства ракетной фабрики и ее контрабанды. Почему я утверждаю, что контрабанды? Посмотрим на постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 декабря 2017 года. В этом документе говорится: список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, в отношении которых установлен экспортный контроль. В разделе 4 мы видим, что для оборудования сборочных единиц и комплектующих,
а также для испытательного и производственного оборудования отсутствует код ТНВЭТ – товарная номенклатура внешней экономической деятельности. Оборудование без кода ТНВЭТ изначально не может быть перемещено через таможенную границу на законных основаниях. То есть все товары, перемещаемые через границу, должны иметь код ТНВЭТ. Данное оборудование и продукция входят в перечень объектов экспортного контроля, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и оружия массового уничтожения. Данный факт подпадает под статью 229 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный экспорт или передача в целях экспорта объекта экспортного контроля». Но как это оборудование оказалось в Саудовской Аравии? Вернемся немного назад. Помните наш контейнер? Вся информация обо всех контейнерах, которые когда-либо перемещались по миру, четко фиксируется. Каждый контейнер имеет свой идентификационный номер. Номер нашего контейнера МС-УУ-341-0046. В процессе нашего разбирательства мы смогли отследить весь трек указанного контейнера. Вначале он попал из Беларуси в Литву, из Литвы в Гамбург, а из Гамбурга прибыл в Саудовскую Аравию. При пересечении границы Белоруссии и Литвы отсутствовали разрешающие документы, сертификат конечного пользователя и коды ТНВЭТ на данное устройство. Вместо этого в таможне были предоставлены заведомо ложные документы. По нашей просьбе литовские журналисты сделали официальный запрос в таможенную службу Литвы и получили официальный ответ со стороны старшего советника отдела процедур таможенного департамента Литвы Роландаса Юргайтиса. Он пояснил: контейнер прибыл в Литву 28 июля 2018 года. В документах было сказано, что товары промышленное оборудование для окисления органических соединений. Оборудование установлено в контейнере, значит товар сам контейнер. Согласно действующим белорусским законам, для экспорта созданного оборудования, относящегося к технологии двойного назначения, требуется соблюдать достаточно сложный алгоритм действий. Первое. Сертификат конечного пользователя в отношении продукции военного или двойного назначения. Второе. Решение Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь. Третье. Лицензию Госкомвоенпрома на разработку технологий двойного назначения. Четвертое. Лицензия на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции двойного назначения. При заключении внешнеторгового контракта решение Межведомственной комиссии должно отражаться в контракте, но в контракте ссылка на это решение отсутствует. Кроме того, деятельность по разработке оружия и ракетных технологий в Республике Беларусь является лицензируемой деятельностью. Лицензию на эту деятельность выдает Госкомвоенпром. Немаловажной частью заключения контракта и выдачи лицензий является сертификат конечного пользователя, предоставляемый Саудовской Аравией. Этот документ гарантирует со стороны заказчика, в данном случае Саудовской Аравии, нахождение оборудования или оружия исключительно у заказчика. Согласно указу Лукашенко номер 325 от 23 июня 2013 года, бывший председатель КГБ Беларуси Вакульчик, как и нынешний председатель Тертель, несут персональную ответственность за выполнение возложенных на КГБ задач, а именно контроль за контрабандой оружия и объектов экспортного контроля с территории Беларуси. Комитет государственной безопасности в лице Тертеля, а также глава Госкомвоенпрома Головченко и его зама Пантуса, а также высшее руководство Таможенного комитета Беларуси знали о незаконной разработке технологий двойного назначения и лично прикрыли совершенное преступление. Стоит отметить, что указанный факт уже привлек внимание международного сообщества. После нашего обращения к литовским журналистам в Сейме Литвы состоялось закрытое совещание Комитета по национальной безопасности. На этом совещании, в частности, обсуждались меры по противодействию контрабанде ракетных технологий двойного назначения, в том числе со стороны Беларуси. Чтобы дать четкую юридическую оценку указанным фактам, мы обратились к юристам Народного антикризисного управления. И вот что они сказали в связи с открывшимися фактами. Я процитирую. В отношении материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, установлен экспортный контроль, и оборудование без достоверного кода ТНВЭТ не может быть перемещено через таможенную границу на законных основаниях, чего применительно к фабрике сделано не было. При пересечении границы Беларусь-Литва отсутствовали разрешающие документы, в частности, сертификат конечного пользователя и достоверные коды ТНВЭТ на данное устройство.
В рамках действующего законодательства ЕС общий военный список Европейского Союза, устанавливающий общие правила, регулирующие контроль за экспортом военных технологий и оборудования. Фабрика подпадает под понятие «военные товары». Однако, исходя из представленного белорусской стороной кода ТНВЭТ, нельзя было сделать однозначный вывод о ее принадлежности к данной категории. Несоблюдение указанных требований дает основание для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной несколькими статьями УК РБ. В частности, статье 228 «Контрабанда», статье 229 «Незаконный экспорт или передача в целях экспорта объекта экспортного контроля», а также статьи 333/1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих ядовитых взрывчатых веществ, радиоактивных элементов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники». Квалифицировать действия или бездействие виновных лиц должны компетентные органы национальной и международной юрисдикции. Наши друзья из Белорусского народного трибунала благодарят вас за то, что вы посмотрели это видео. Если вы хотите поддержать расследователей, то можете подписаться на их каналы в Телеграме и на YouTube и следить за последними новостями.